Доктор Виктория Рейн, главный врач в женской колонии, и охранница Кира, давно работавшая в тюрьме, не могли поверить своим глазам, когда узнали, что несколько заключенных оказались беременными. Эта новость была потрясающей. В тюрьме, где мужчины не появлялись без особой нужды, это казалось невозможным. Все мысли Виктории были сосредоточены на том, как это могло произойти и что это значит для безопасности тюрьмы. Виктория, обеспокоенная ситуацией, немедленно вызвала на встречу начальницу тюрьмы, командующую Ларису Белл. Лариса прибыла в кабинет Виктории, где та уже подготовила все данные. «Нам нужно срочно разобраться в этом», — сказала Виктория, явно встревоженная. Доктор подтвердила, что одна из заключенных, Карина, была беременна, но не могла объяснить, как это произошло. «Как это могло случиться?» Лариса спросила с растерянным выражением лица. «Мы не допускаем нарушений». «Она не может объяснить», — ответила Виктория. «Это как-то связано с безопасностью, но все выглядит слишком странно, чтобы сразу понять, что происходит». Лариса и Виктория обменялись недоуменными взглядами, осознавая, что им предстоит сложное расследование. В следующие дни ситуация становилась все более загадочной. Карина, обвиняемая в том, что она могла быть причастна к странным событиям, отказалась говорить о том, как могла забеременеть. Это молчание только увеличивало подозрения. Лариса собрала собрание с сотрудниками, чтобы обсудить возможность того, что кто-то из охраны мог быть вовлечен в происходящее. Одним из первых под подозрение попал Яков, единственный мужчина среди сотрудников тюрьмы, который мог иметь доступ к заключенным. Виктория и Лариса начали проверку записей с камер наблюдения, чтобы найти хоть какие-то зацепки. Но тщательное изучение не выявило ничего необычного. Все камеры зафиксировали обычные действия, и не было признаков того, что кто-то из охраны мог бы тайно вмешиваться в жизнь заключенных. Тем временем Виктория сообщила, что еще одна заключенная, Мила, также оказалась беременна. Но Мила тоже отказалась говорить, что еще больше усугубило ситуацию. Это поведение еще более запутывало расследование. Администрация решила усилить наблюдение и установить дополнительные камеры, чтобы контролировать каждый шаг заключенных. Виктория и Лариса продолжали просматривать записи, но пока не могли найти ни одного объяснения происходящему. Они чувствовали себя в тупике, но были полны решимости продолжить поиски. Затем появилась новая заключенная Маргарита. Она пожаловалась на резкую боль в животе, и Кира привела ее к Виктории для осмотра. Маргарита выглядела очень беспокойно, и ее жалобы были серьезными. Виктория решила провести обследование. После УЗИ врач была потрясена, Маргарита была беременна. Виктория немедленно сообщила об этом Ларисе. Маргарита начала плакать и, наконец, призналась, что совершила ошибку. Но это было только началом. Когда Лариса и Кира вошли в комнату, Маргарита, сквозь слезы, рассказала свою историю. Она призналась, что познакомилась с несколькими мужчинами, которые находились за пределами тюрьмы. Эти мужчины использовали тайные проходы и обходили охрану. Маргарита указала на территорию внутреннего двора, где прятались эти мужчины. Виктория и Лариса решили проверить камеры в этом районе. Вскоре они заметили, как одна из заключенных исчезает в кустах, направляясь в сторону скрытого прохода. После дальнейшего анализа записей они обнаружили туннель, который соединял женскую тюрьму с мужской. Туннель был остатком неудавшейся попытки побега, и теперь, спустя время, он был использован для тайных встреч между заключенными и мужчинами с другой стороны. Охранники подтвердили, что это не была первая попытка использовать туннель для побега. После этого Лариса и Виктория приняли решение закрыть туннель и усилить контроль, установив дополнительные камеры и охрану на территории. Администрация также организовала свидания в специально отведенных, контролируемых местах, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. Через некоторое время все 5 младенцев, родившихся в тюрьме, были переданы семьям заключенных. История о том, как скрытые связи и ошибки привели к большому скандалу,
стала важным уроком для всего тюремного сообщества. Она была представлена на собрании, чтобы другие тюрьмы могли избежать подобной ситуации и строго следить за безопасностью заключенных. Мораль этой истории заключалась в том, что даже в самых строгих и контролируемых условиях, если не уделять должного внимания безопасности, могут возникнуть неожиданные и тревожные события. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилась история, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Буду очень благодарен за вашу поддержку.